Одевайтесь, пожалуйста. Я выпишу вам рецепт. Придете ко мне на прием недельки через 2. Я думаю, что к тому моменту уже все нормализуется. До конца приема еще 30 минут. И если Надя еще не ушла, я могу зайти к ней за заключением УЗИ и предложить вместе выйти из больницы. А потом, как бы невзначай, проводить ее домой. Вот. До свидания. Надюша, ну что, ты домой идешь? Нет, я задержусь. Роман Алексеевич попросил посмотреть одну его пациентку. Так нет проблем. Я подожду. Не нужно. Пациентка задерживается, к тому же это надолго. Ясно. Если Широков попросил, то можно и в больнице заночевать. Ну что ж, успехов, Надежда Алексеевна. Вам всего хорошего, Валентин Иванович. Да. Ну, надо же. Читаешь мысли. А я собирался к тебе зайти. Я вот перешел на «ты». По-моему, это нормально. Я решила тебе завести заключение перед уходом. Спасибо. Слушай, 10 минут до конца. Может быть, выйдем вместе, прогуляемся? Я нашел замечательный ресторанчик, можем поужинать. Спасибо. Я стараюсь на ночь не кушать. Даже если тебя приглашает холостой, симпатичный, молодой мужчина. Добрый вечер, можно? Здравствуйте. Что у вас? Тест показал, что я беременна. И это моя первая беременность. Понял, проходите, садитесь. Подожди меня 20 минут, я закончу быстро. Ладно, все равно на ночь кушать вредно. Дождись меня, пожалуйста. А карточка у вас есть? Нет. Ну, хотя да, что я спрашиваю. Сейчас заведем карточку. Я вас опрошу, потом осмотрю. Так, слушаю вас. Меня зовут Алина Исаева, 88-го года рождения. Преподаю танцы в хореографической школе и очень люблю детей. Это все замечательно, но, как вы понимаете, меня интересует сведения более интимного характера. У вас месячные когда в последний раз были? Слушай, я тебя поражаюсь. Как ты так можешь? Сладкого не ешь. Разгрузочные дни устраиваешь. Не ужинаешь. А у меня был шанс отказаться от своих принципов. Но я его упустила. Это ты о чем? Широков пригласил меня поужинать. А ты? Ну, пришла пациентка. Я не стала его ждать. Дура. Я бы на твоем месте его подождала. Широков классный мужик. Ну, так как я не на твоем месте, то ем пирожное, короче. Как ты думаешь, у них с Филатовой что-то есть? Ну, я свечку не держала. Но думаю, что да. Ну и? И долго мы здесь будем торчать? Девушка, где ваш доктор? Как освободится, так подойдет. Послушайте, я, кажется, вам понятно объяснил. У нас к нему очень важный вопрос. Кроме того, я опаздываю. На работу? Да какая вам разница? Вы можете ему еще раз перезвонить? Или вы хотите, чтобы это сделал я? Я не могу ему позвонить и вам не дам. Пожалуйста, Артур, успокойся. Ну, Так тебя вообще никто не спрашивает, курортница.
Добрый день. Здравствуйте, Роман Алексеевич. Это мой муж Артур, познакомьтесь. Мы с Здравствуйте. подругой собрались на море, а Артур переживает, что с ребенком может что-то случиться. Конечно. Да и нечего тебе там делать, еще и с Лилькой. Ты переживаешь, потому что сам не можешь поехать. И злишься. Давайте отношения будете выяснять дома, а я кое-что объясню вам. Поездка на море, безусловно, пойдет вашей жене на пользу. Важно, чтобы она не перегревалась и климат был умеренный. Сговорились уже, да? Хорошо. Может, ты тоже с ними едешь, а? Извините. Вы, пожалуйста, сдайте анализы, те, которые я вам выписал. Должен быть уверен, что отпускаю вас на море в добром здравии. Да, хорошо, спасибо, Роман Алексеевич. Все, до свидания. Тоже мне Отелло. У меня дома такой же. Добрый день. Привет. Ты не должен быть в родильном? Должен. Да вот пришел посмотреть, что тут по телеку показывают. Здрасте. Здравствуйте. А что с рукой? А, это царапина какая-то, ерунда. Не болит? Да. И не чешется? Нет. Так, а что у нас здесь? Роман Алексеевич, я вам не мешаю? Может быть, мне вам место уступить? Нет, что вы, продолжайте. А там не видно еще, мальчик или девочка? Нет, рановато еще. А знаете, как УЗИсты обычно отвечают пациентам, если пол ребенка нельзя определить? Они обычно спрашивают у пациентки, кого она хочет. Мальчика или девочку. Если женщина говорит, что девочку, то УЗИст обязательно скажет, что мальчик там. Зачем? Ну, потому что если УЗИст угадал, честь ему и хвала. А если нет, родилась девочка, тоже нормально. Потому что женщины обычно девочку хотят. Это шутка. Роман Алексеевич у нас отличный шутник. Да, иногда бывает. Ну все. Скажите, а ваша рука еще не проходит? Да нет, вы знаете. Я и к хирургу уже ходила, но он мне прописал какую-то мазь. А она не помогает. И он сказал, что если улучшения не будет, то придется принимать антибиотики. Так, никаких антибиотиков без моего разрешения. Дайте-ка я посмотрю. Алина, вспомните, пожалуйста, что это было? Это укус насекомого или, не знаю, поцарапались ржавым гвоздем? Потому что от причины зависит и характер инфекции. Вы знаете, я вспоминала, что это могло быть. Когда я ездила на море с подружкой, мы были на пляже, и я увидела, как маленький мальчик играл грязным шприцом. О, Господи. Да, и подбежала, чтобы выхватить, забрать, и поцарапалась. Болит? Ну, да. Я выпишу вам рецепт. В аптеке сделайте на заказ. Это раствор для промывания. Рецепт мне отец подарил, он у меня в горячих точках служил. Там такие раны лечили, что мне не снилось. Вот, промывайте 3 раза в день большим количеством раствора. Ну, если через пару дней не пройдет, будем думать, что делать дальше. Да, хорошо. Спасибо большое. Не за что. Все, до свидания. Вы зайдите, вам там перевязку сделают. У меня теперь в кафе все ходят парами. Мы с тобой Бондарев с Равицкой. Да. Просто идеальная пара. Ром, ты когда был последний раз в кино? Да, честно говоря, не помню, в прошлой жизни, наверное. Да что там делать? Там с одной стороны выпивает, с другой стороны попкорн жует, а на последнем ряду вообще непонятно, чем занимается. Если мы у меня устроим кинотеатр, я обещаю, пьяных подростков попкорна не будет. Заманчивое предложение. Здорово. Приятного. Мой муж тебя за это уроет. Ты понял? Мы из-за тебя уже целую неделю по вендиспансерам таскаемся. А ты говоришь, ошибочка вышла? Простите, но я вам уже объяснял. В принципе, ошибка произошла в лаборатории. И я не могу нести за это никакой ответственности. А за вот это? Кто понесет ответственность? Может, я как-нибудь вмешаюсь? Что, то есть Бондарев не справится? Или ты хочешь себе такой же?
Что? Не справился. Чего себе? Кто это? Это да. Вот. Лучше бы минеральную воду заказал. Кто конкретно перепутал анализы? Фамилии? Екатерина Сергеевна, это выяснить не удалось. Но я знаю точно, что в лаборатории нужно навести порядок. Однозначно. Я вас не поняла, Валентин Иванович. Вы хотите, чтобы я навела порядок в вашей лаборатории и ответила на извечный вопрос, кто виноват и что делать? Я сделаю по-другому. Для начала я объявляю вам строгий выговор, Бондарев. А в пятницу вы доложите мне, и кто виноват, и что сделали. Понятно? Здрасте. Кто тут начальник? Подождите, вы кто? Вы? Очень хорошо. Что вы здесь делаете? Я кто такой? А я тот самый дебил, который целую неделю бегает по вендиспансеру. Потому что в вашей больнице у моей жены обнаружили трипер. Я так понимаю, это наглядное продолжение нашего разговора. Да. Значит, немедленно выведите мужа вашей пациентки в коридор и разберитесь там. Да. Уважаемый, а вы, во-первых, пожалуйста, выбирайте выражение. Я выбираю выражение. А во-вторых, сейчас заведующий женской консультации принесет вам свои извинения. Очень хорошо. Всего доброго. Да, я бы посмотрел на вас, какие бы вы выражения выбирали. Бардак. Может, я помогу там, Екатерина Сергеевна? Погодите. Ошибочка вышла, а? Тихо. Спокойно. Сам идешь или охрану позвать? Я на вас в суд подам. Ясно? Вот так. Роман Алексеевич, вы скажите Екатерине Сергеевне, что я пошел разбираться с этим товарищем к себе в кабинет. Хорошо. Да, и Роман Алексеевич. Спасибо. Ой, а помните, у меня царапина была? Угу. Вот, и она вообще не проходила. А Роман Алексеевич прописал мне такой специальный раствор. Так. И все за 2 дня вообще как рукой сняло. Да. Мне кажется, он очень хороший врач. Роман Алексеевич очень хороший Да? врач, да? Вот. Скажите, там не видно еще, кто мальчик или девочка? Ну почему же видно? Кто? Мальчик. 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 Я как раз хотела мальчика. Да? Большинство женщин хотят именно дочку. Нет, только мальчик. Я просто знаю, что я воспитаю из него настоящего мужчину. Да. Кстати, у нас в школе танцев все такие. Да. И вы к нам приходите. Спасибо. И берите с собой Романа Алексеевича. О, Из вас получится хорошая пара. спасибо. Я ему передам. Он, кстати, и назначит вам дату следующего УЗИ. А почему опять УЗИ? Просто мне уже надоело ходить по больницам. Я все время и хожу сюда. А анализы вообще боюсь сделать. Кажется, все время что-то может случиться плохое. Анализы последний раз дадите в 30 недель. Там будет кровь на биохимию, ВИЧ и РВ. В общем, все будет хорошо. Спасибо. Ну что, Роман Алексеевич, у нас ЧП. Что? У вашей пациентки ВИЧ. Подождите, ВИЧ у кого? Мне только что принесли результаты анализа. Подождите, чьи это анализы и почему их принесли вам? А вы полюбуйтесь. Я уверен, что завтра на 5-минутке Савчук обязательно потребует от вас полного отчета о том, как вы собираетесь дальше вести свою пациентку. Подождите, может быть, это какая-то ошибка? Нет, ошибки быть не может. Да, ну конечно. Вам-то лучше знать, что может быть, а что нет. Роман Алексеевич,
Я 3 месяца положил на то, чтобы навести порядок в лаборатории. Ошибка исключена. Простите. Рома, что произошло? Анализы Алины Исаевой. Ты понимаешь, я просто уверен, что в лаборатории что-то напутали. Представляешь, что с ним будет, пока будет выясняться, что это ошибка. У нее же 30-я неделя. Тут переживания, да еще по такому поводу. И не волноваться, ей готовиться нужно мамой стать. Ну тогда не говори ей ничего. Ну просто скажи, что, мол, нужно еще раз сдать анализ крови. Ага, конечно. А завтра на 5-минутке у Савчук я должен докладывать, каким образом я буду вести ВИЧ-позитивную пациентку. Ты знаешь, что они из этого всего раздуют? Ну, а потом, как обычно, как это у нас бывает. Извините, ошибочка вышла. Ну, у меня есть один знакомый, работает в центре борьбы со СПИДом, хороший врач. Может, посоветуйся с ним. Давай телефон. Не нервничай, я тебе визиточку сброшу. Роман Алексеевич, результаты готовы. Роман Алексеевич. Да. Доброе утро. 2 слова буквально. Я вот что подумал. Если это ваша Исаева действительно не из группы риска, может, и правда какая-то ошибка произошла? Конечно, не по нашей вине, а из-за неточности фактов. Так что давайте тогда не будем беспокоить Савчук нашими беспокойствами, а когда уже все соберем, мы ей доложим. Хорошо. А вы, будьте добры, позвоните вашей пациентке и скажите, пусть она еще раз кровь сдаст. Договорились. Спасибо. Прошу. Алина, здравствуйте. Широков. Вы знаете, тут небольшая накладка с вашими анализами. Мы потеряли, в общем, данные. Вы не могли бы прийти сегодня и еще раз сдать кровь? Друг Лёва из Центра борьбы со СПИДом рассказал много интересного. Ты знаешь, существуют разные тест-системы на ВИЧ, но каждый из них имеет свои огрехи. Для того, чтобы свести ошибку к нулю, положительный результат перепроверяют несколько раз разными тест-системами. Ну, сколько раз? Много. Потому что если результат положительный, тогда уже применяют тяжелую артиллерию. Иммуноблотинг. Ну, представь себе, вот это вот хроматографическая бумага. На нее наносится сыворотка крови пациента. Угу. И белки вируса очень высокой степени очистки. Ну, это же очень дорого. Ну да. Поэтому этот тест проводится в последнюю очередь. Если антитела крови никак не реагируют на белки, ну, значит, результат отрицательный. Вируса нет. Ну, а если антитела связываются со всеми белками, тогда вирус есть. Правда, есть еще третий вариант. Какой? Антитела могут частично связываться с белками. Тогда этот результат называется сомнительным. Ну, то есть, возможно, что у человека начальная стадия ВИЧ. Или в организме есть антитела, похожие на антитела ВИЧ. Кого они могут быть похожи? Ну, не знаю, у туберкулезных, у онкобольных, у тех, кто кровь сдает часто. Угу. Кстати, у беременных тоже. Не знала. Хорошо, а что делать при сомнительном диагнозе? Если показывают сомнительный результат, тогда применяют антивирусную терапию и делают анализы через месяц, через 3, через 6. То есть положительный результат – это еще не приговор? Ну, конечно, не приговор. Слушай, я, кстати, не поблагодарил тебя, что ты так замечательно обработала Бондарева. Пожалуйста. А когда будут готовы результаты? Дней через 10. Спасибо. Ну, кофе выпьешь, и то хорошо. Если там очередь, я стоять не буду. О, ты баллонный такой стал. Извини. Да. Результаты готовы. Ну что там, положительные, отрицательные? Именно сомнительные? Спасибо, ничего хорошего. Извини, я не пойду, не проблема. Да я поняла. Я надеялась, что все обойдется.
Ты Алине звонил? Нет. Хочешь, я позвоню? Да нет, не нужно. Сам сделаю. В любом случае не буду делать этого по телефону. Приглашу, и тогда уже все ей скажу. Вот я еще третью руку. Надежда Алексеевна, извините, я не знала, что вы здесь. Купила только один бутерброд. Вы не против, если Роман Алексеевич перекусит перед приемом? Нет, не против. Чудесно, чудесно. Приятного аппетита. Спасибо. Ничего, ну. Здравствуйте, Роман Алексеевич. Я пришла. Присаживайтесь. Что-то не так? Алина, я не буду долго тянуть время. Мы когда взяли у вас кровь, также сделали анализ на ВИЧ. Он оказался положительным. Какой ВИЧ? Да, я понимаю. Анализ не показал однозначного результата, и причины могут быть разные. Но утверждать, что вируса у вас нет, мы не можем. Роман Алексеевич, послушайте. Я же, не проститутка какая-то и не наркоманка. Я нигде не могла заразиться, вы понимаете это? Помните вашу царапину в руке? Ну? Вы могли заразиться от шприца. Также ваш муж должен обследоваться, потому что переносчиком может быть он. Я мужу об этом вообще сказать не смогу. Алина, вы должны начать срочную антивирусную терапию, чтобы ваш ребенок родился здоровым. Я вам напишу телефон врача, очень хороший врач-инфекционист. Он работает в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. Немедленно обратитесь к нему. Может, кто-то ошибся? Я не пойду туда. Алина, это очень серьезно. Нет, я не пойду, все. Вы должны начать лечение. Угу. Я понимаю, да. Все, до свидания. Подождите, прошу вас. Ну что, вопросы есть? Нет. Ну, если нет, все свободны. Вот Роман Алексеевич хотел кое-что рассказать. Пожалуйста, Роман Алексеевич. Спасибо за конференц. У моей пациентки анализы показали подозрение на ВИЧ. Но она не в группе риска и не имеет к этому никакого отношения. Я сочувствую, а чем я могу помочь? У нее 32-я неделя. Даже не думайте, что она будет рожать у нас. В городе есть специализированная клиника, где рожают ВИЧ-позитивные женщины. Только там, вы слышите? Наблюдаться у нас ей никто не мешает, но рожать здесь она не будет. Екатерина Сергеевна, вы сами прекрасно знаете, что это за больница. Кто туда попадает, что там за контингенты, чем там все заканчивается. Значит, пусть едет рожать в столицу. Там есть приличная клиника. Все, разговор окончен. Мы можем обеспечить безопасные условия. Нет. Каким образом, интересно, мы эти условия обеспечим? И это, в конце концов, может быть просто опасно для других рожениц. Жить опасно. Верните Широкова. Ром! Мы не сможем обеспечить условия? Слушай, я понимаю, это твоя пациентка, и ты переживаешь, но есть правила, мы не можем идти на риск. Ты бы видела эту девушку. А мы должны отправить ее рожать вместе с наркоманами и проститутками. А у меня десятки таких девушек каждый день рожают, и они доверяют мне свое здоровье и здоровье своих детей. Я не имею права подвергать их опасности. Привет. Рома, ты со мной уже 3 дня не разговариваешь. Может, хватит? Ладно,
Может, я была не права, и не надо было высказывать свое мнение при всех, но я действительно считаю, что ВИЧ-позитивная женщина должна рожать в специализированной клинике, а не у нас. Ты так и будешь играть в молчанку? Ну ладно, ну как там твоя девушка? Она продолжает обследоваться? Лечение назначили? Я не знаю. Ром, перестань, я задала вопрос. Я действительно не знаю. Она 3 дня не берет трубку. На домашний звонил, на мобильный. К инфекционисту она не ходила. Может, она уехала на обследование в столицу? Может быть. Да. Да успокойтесь, вы не плачьте. Я ничего не понимаю. Вы подруга ее? С Алиной что случилось? Так, немедленно приезжайте в больницу, вы адрес знаете? Да перестаньте вы плакать. Все, я буду ждать вас в холле. Что случилось? Подруга Алины рыдает, я ничего не понял. Буду ждать ее в холле. Вы Лиля? Роман Алексеевич? Да. Здравствуйте. Понимаете, он ее избивает. И из квартиры не выпускает. Вы про мужа говорите? Да, Артур. Алина ему все рассказала, а он кричать начал, что она проститутка и что трахаться ездила на море и СПИДом его заразила. И я сегодня ходила к нему, он меня даже в квартиру не пустил. Кричать на меня начал. Роман Алексеевич, а что делать? Родители у нее есть? Мама умерла, с отцом они не общаются. Дайте мне телефон мужа, попробуй с ним поговорить. И найдите телефон отца. Хорошо. 795. Ну что? Что, будешь ее выгораживать? М? Может, расскажешь мне, что СПИД можно подхватить от постельного белья в поезде? Я хотел бы вам объяснить. Присаживайтесь. Спасибо. Диагноз вашей жены еще окончательно не подтвержден. В ее крови нашли антитела, которые могут свидетельствовать о наличии ВИЧ, а могут быть следствием совершенно другого заболевания. Что ты втираешь мне тут? Тела, антитела. Ты сказал, что море ей не повредит. Она приходит ко мне и говорит: милый, а у меня СПИД. Тебе, говорит, надо сдать анализы. Я могла и тебя заразить. Послушайте меня, СПИД и ВИЧ – это разные вещи. Так только тихо! Не надо мне тут лекции читать. Я эту суку в доме закрою до тех пор, пока не родит. А когда родит, я у нее сына заберу, а ее на улицу вышвырну. Эта шлюха заразная моих детей воспитывать не будет. Ну ты мразь. А тебя? Слышишь, урод, еще раз ее пальцем тронешь, я тебя заспиртую, понял? Так, молодой человек, мне охрану вызвать или милицию? Море, говоришь? Да пошли вы все. Кто это такой? Муж Алины Исаевой. Урод, считает ее проституткой. Да, к сожалению, уродов в нашей жизни еще хватает. Ты в порядке? В порядке, он бьет ее все время. Что же делать? Позвоню сейчас отцу и будем что-то решать.
Здравствуйте. Вы Роман Алексеевич? Владислав Игоревич, присаживайтесь. Ваша дочь попала в беду, мы хотим ей помочь. Что с моей дочерью? По предварительным анализам у нее ВИЧ. Что? Мало того, когда ее муж об этом узнал, он повел себя неадекватно. Можете не продолжать, я понял. Он всегда был невменяемым. Вы поймите, просто в ее положении. Алина беременна? Ей скоро рожать, а вы об этом ничего не знаете. У вас вообще какие отношения с вашей дочерью? Плохие взаимоотношения. А почему? Алечка сама не хочет со мной общаться. Она не может простить, что после смерти матери я женился на другой женщине. Сначала ушла к подруге, а потом вообще выскочила за этого психа. Владислав Игоревич, вам необходимо забрать свою дочь. Да, конечно. Захочет она с вами жить или нет. Вы поймите, она на 7-м месяце, ей необходимо принимать препараты, ей необходим уход. Да, конечно. Он ее избивает. Что? Он бьет мою дочь? Извините, я перезвоню. Как думаешь, он справится? Думаю, да. Лёва, он 4-й день со мной практически не разговаривает. А сегодня захожу в кафе. Горячий. Сидит с этой Ставицкой. Сидят, щебечут, разве что за ручки не держатся. Лизочка, ты преувеличиваешь. Рома к тебе очень хорошо относится. Ну, просто он обиделся. Что он обиделся? Что я такого сделала? Высказала свое мнение, так оно не изменилось. Лиза, ну ты же знаешь, как Рома относится к своим пациентам. Ну знаешь, а? Ну вот если бы ты лишний раз языком не болтала, то он бы сейчас сидел с тобой и обсуждал своих пациентов. С тобой, понимаешь? А не со Ставицкой. Спасибо, Лёшка. Попили, блин, чайку. Пожалуйста. Здравствуйте, Роман Алексеевич. Здравствуйте. Спасибо большое, что позвонили отцу. Он забрал меня вчера вечером и с Артуром поговорил по-мужски. То есть с отцом помирились? Да, помирились. Скажите, а мой ребенок может родиться здоровым? Если вы начнете лечение прямо сейчас, то шансы у вас очень высоки. Потому что ваш диагноз до конца не ясен. Хорошо. А правда, что таким, как я, делают кесарево, чтобы у ребенка было больше шансов? В общем, да. Вы будете меня оперировать? До конца все непонятно, но, скорее всего, вам придется рожать в специализированной клинике. Спасибо, я поняла. Екатерина Сергеевна. Роман Алексеевич, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Я по поводу нашей пациентки с ВИЧ. Она пережила тяжелую психологическую травму. Если сейчас от нее отвернуться, то все может закончиться очень-очень плохо. Широков, вы не хотите меня услышать. Я вам уже сказала, я ей очень сочувствую. Но, понимаете, в больнице существуют свои правила. Я не позволю их нарушать. Да, я понимаю. Екатерина Сергеевна, вопрос. Если мы по скорой женщину привозим, без документов, без карточки, мы тоже вправе отказать в медицинской помощи? Послушайте, давайте обойдемся без демагогии. Идите работать. Слушаю. Да, добрый. Подождите, когда это произошло? Спасли? Послушайте меня, пожалуйста, я… Что такое? На тебе лица нет. Кто звонил?
Алина вскрыла себе вены. Мы добились своего. Ее спасли? Спасли. Хорошо. Ну, а ты здесь при чем? Объяснить? Сначала муж назвал ее потаскухой. Потом я сказал, что он будет рожать в специализированном роддоме. Она туда поехала и посмотрела, с кем ей придется рожать. Наркоманки, проститутки. Ром, не вини во всем себя. Отец нас винит во всем. Ну что, была первая попытка неудачная. За ней же будет вторая. Ну, логично. Она будет удачной. Я поговорю с Савчук. Договорилась с ней, это бесполезно. Я решу этот вопрос. Катерина Сергеевна. Лейс, что там? На вокзале потеряла сознание, и скорая привезла. При ней были все вещи, документы и обменная карта. На шифр обратите внимание. Z21. Она у Романа Алексеевича наблюдалась. ВИЧ без клинических проявлений. Ясно? Я пойду. Как тебе не стыдно говорить такое? Что случится, если мы тут прооперируем? Наступит конец света? Мы примем все меры предосторожности. Да? Да. Тебе легко говорить. Тебе ж бояться нечего. Ты вон посидела, по животу поелозила и все. А мы, между прочим, в родзале дело с кровью имеем. Хорошего дня, Виточка. Хорошего дня, Надежда Алексеевна. Ну и что вы делали на вокзале? Я хотела в Москву уехать. Мне сказали, там есть роддом для ВИЧ-инфицированных. Я в этой страшной больнице не хочу рожать. Я боюсь Артура, он обещает забрать ребенка. Как вас отец спустил? Ну как? Я ему записку оставила. Филатова, нужно поговорить. А с вами, Широков, мы потом разберемся. Ну и что тут происходит? Что это за партизанщина? Катерина Сергеевна, Алину привезли по скорой. Она ехала в Москву, хотела там рожать, но потеряла сознание на вокзале. Значит, проведете обследование и завтра утром отправите в специализированный роддом. А если возникнет угроза жизни ребенка? Если возникнет серьезная угроза жизни ребенка, Филатова, то вы знаете, что делать. Срочное кесарево. Или я вас должна учить, Филатова? Нет, я поняла. Я надеюсь. Это все из-за меня, да? Да нет, не расстраивайтесь. У нас тут своих поводов для скандала хватает. Так, ну что? Все в порядке. Савчук дала добро на операцию. Будем проводить кесарево прямо сегодня. Прямо сейчас будет операция? Ну, не прямо сейчас, через пару часов надо вас подготовить. Ну, если вы согласны, конечно. Вы согласны на операцию? Да, я согласна. Прекрасно. Алина, сейчас поставим вам капельницу. Будет несколько часов. Если получится уснуть, очень хорошо. Удалось уговорить Савчук? Каким образом? Так мне уговаривать не пришлось. Он тоже человек. Молодец. Давайте. Вы знаете, мне уже все равно, что со мной будет. Главное, чтобы ребеночек был здоров. Алина, я вам уже говорил, у вашего малыша хороший шанс. Практически 100%. И у вас все будет хорошо. Я вам это обещаю. А если я умру? Как он без меня будет? Он же маленький. Так, прекратите дурацкие разговоры. Наркоз хотели? Будет вам наркоз. Давайте. Ну что, мамочка, заказывайте сон. С Богом. Трубу давайте. Спасибо вам большое. Пожалуйста. А вы знаете, что Роман Алексеевич сказал насчет моего сына? Нет.
у него ВИЧ не обнаружили. Он абсолютно здоров. Я очень рада за вас. А вы не знаете, когда у меня будут брать кровь на ВИЧ? Нет. Ну, просто я думала, может быть, правда, эти антитела были из-за беременности, а я тоже здорова. Об этом вам скажет Роман Алексеевич. Угу. Пришли анализы? Да. Вот теперь все абсолютно точно. Алина инфицирована. Сомнительные результаты прошлых анализов, видимо, были из-за того, что в крови еще не вырабатывалось достаточное количество антител к вирусу. Теперь их ровно столько, сколько бывает у ВИЧ-позитивных людей. Ты ей сказал? Сказал. Она? Да ей ребенка принесли, она была так увлечена, так счастлива, что даже не обратила внимания, просто отмахнулась и все. Ну, главное, чтобы с ребенком было все в порядке. Это ей поможет быть сильной. Это да. Слушай, ты так вымотался. Давай поедем вечером ко мне. Я уложу Валерию спать, мы приготовим ужин. Хорошая идея. Привет. Спасибо. Спасибо. Ну, бери ребенка. Подожди, Роман Алексеевич. Спасибо. Да не за что, берегите их. Бери ребенка. А можно? Ой. Ой, какой на меня похож. Роман Алексеевич, спасибо вам за все. Это вам. Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Давай, держись. Ну что, свободен? Да, Я готова. я тоже. Пройдемся или такси вызовем? Давай выйдем на улицу, например.